то время как биткоин вошел в фазу консолидации ниже ключевого сопротивления на уровне 45 тысяч, альткоины начали показывать взрывное движение, которого не было со времен булрана 2021 года. Ведь вы только посмотрите, что произошло с альтами на этой неделе. ADA, которая была одной из самых спокойных монет в этом году, выросла на 70%, AVAX взлетел на 30%, Doge на 20%, вырос оптимизм, DOT и еще десятки других монет показали очень резкое движение в последние дни. Но особое внимание заслуживает эфир, который наконец-то начинает показывать положительные признаки роста на графике по отношению к биткоину. Ведь если мы посмотрим на важнейшую 4-летнюю восходящую линию тренда, то мы увидим, как эфиру удалось вернуться на эту линию после активного пробоя. А глядя на 2020 и 2021 год, станет ясно, что история повторяется, из-за чего данный сигнал является зарождением альт-сезона, который может стать самым прибыльным за всю историю существования крипты. К тому же сейчас доминирование биткоина стремительно падает вниз, после того как 6 декабря оно достигло максимума 2021 года. Падение доминирования – это также один из главных факторов, который стимулирует рост альтов, в которые инвесторы начинают переводить капитал. Ноябрь наглядно показал, что снижение доминирования биткоина на 4% стимулирует рост рынка альтов на 20%. И то, что произошло с ADA или Solana, это только начало, потому что впереди нас ждет как минимум 5 недель активного движения альткоинов. Поэтому если вы желаете узнать, что сейчас происходит на рынке альтов, куда он будет двигаться дальше, в какой фазе мы находимся и за какими монетами стоит следить в декабре, смотрите это видео до конца. Ведь сегодня вас также ждет обзор лидеров роста, таких как ADA, Solana, а также Link. И дополнительно я отвечу на вопрос, стоит ли прямо сейчас покупать альты. Такое полезное видео точно заслуживает вашей поддержки в виде лайка. А если вы желаете, чтобы следующий ролик был про топ самых лучших монет, которые вырастут уже в следующем году, давайте наберем 800 лайков. Ведь у нас есть для вас некоторые очень перспективные варианты. Поэтому тем, кто поставил лайк, огромное спасибо. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Что ж, уважаемые друзья, поскольку сейчас альты буквально за один час могут вырасти на 20, а то и на все 50%, очень важно получать свежую информацию по рынку альтов как можно раньше. И для этого я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, чтобы первыми получать актуальные новости, обзоры на перспективные монеты, эксклюзивные прогнозы и много всего другого. И в ближайшее время мы будем публиковать очень много информации касательно альтов, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка на телеграм есть в описании. По поводу альтов ситуация следующая. На этой неделе общая капитализация альткоинов превысила 450 миллиардов долларов и выросла на целых 10% буквально за 7 дней. Это новый годовой максимум, а также уровень капитализации альтов во время краха Terra Luna в мае 2022 года. И по факту большая часть этого роста пришлась на последние 3 месяца года. В таком росте все альты приняли участие, ведь сейчас нет почти ни одной монеты, которая не выросла хотя бы на 10% начиная с 10 октября. Но есть 3 монеты, которые больше всего подтолкнули капитализацию альтов вверх. В декабре этой монетой стала ADA. Да, для холдеров ADA это стало очень приятным сюрпризом, потому что за одну неделю она выросла больше, чем за 1 год. Но что самое удивительное, это произошло максимально неожиданно, ведь не было ни одной новости, которая могла бы так сильно повлиять на цену. Тем не менее, мне удалось найти причины такого пампа. Во-первых, после роста битка многие инвесторы часть своего профита начали переводить в альты, одним из которых стала ADA. Также произошел классический шорт-сквиз, когда на рынке было ликвидировано 12 миллионов долларов за 2 дня. Но главной причиной роста стал TVL сети Cardano, который достиг уровня в 765 миллионов долларов. То есть прямо сейчас в блокчейне Cardano заблокировано более полумиллиарда долларов, за счет чего рост TVL выводит ADA из оборота, спрос при этом растет, и мы получаем рост. И текущие показатели сети говорят о том, что ADA продолжит расти. Понятно, что это будет после коррекции и консолидации, поэтому если вы не успели купить ADA, присмотритесь к этому диапазону с поддержкой на уровне 50 центов. Здесь можно сделать несколько покупок на разных уровнях, чтобы усреднить цену. Также Solana не покидает список лидеров роста и уже стоит больше 70 долларов, а те, кто смотрел наш обзор, который мы снимали 3 недели назад, знают, что тогда я говорил вам покупать Solana по 55, пока все ждали падения до 40 или 30 долларов. И как вы видите, не зря, потому что цена выросла еще на 50%. Сейчас Solana растет на фоне того, как CPL, это токены на ее сети, привлекают особое внимание, ведь, например, токен BONG взлетел на 200%, а новая монета JITA вообще выросла на 300%, особенно после листинга
листинга на Coinbase. Поэтому шумиха вокруг этих монет удерживает Solana на плаву, за счет чего ей есть куда расти, и ближайшие накопления будут происходить в диапазоне с поддержкой около $68. Дополнительно не могу пройти мимо Link, который я также рекомендовал вам купить и по $10 в этом видео, и по 12 вот в этом, и даже по $14.70 месяц назад. Link уверенно растет, всегда врывается в лидеры роста, ведь у него есть сильная фундаментальная поддержка от партнерства с системой SWIFT, и он будет одним из первых, кто принесет еще больше процентов, когда начнется альт-сезон. Но начнется ли он вообще? По классической схеме альт-сезон возможен при учете перехода капитала от биткоина в эфир и с эфира в альты. И есть один очень интересный момент, который может сигнализировать о формировании активного роста альтов, и это движение эфира по отношению к биткоину. Эфиру удалось удержаться выше 4-летней линии тренда, и это очень важный катализатор, благодаря которому нам стоит готовиться к тому, что было в 2020 и в 2021 году, когда эфир со всеми альткоинами пробивал исторический максимум. Наглядно видно, что интерес к эфиру возвращается, и в ближайшее время приток капитала в эфир может только увеличиться и дать новый импульс альтам. А когда на рынке начинается такое движение, это лучшее время, чтобы начать зарабатывать, особенно если вовремя получать качественную аналитику благодаря нашей подписке Coin22 Pro. Подписка Pro позволяет вам ежедневно получать прибыльные сделки, как, например, лонг по монете Matic, который принес участникам Pro минимум 60% профита. В каждой сделке наши аналитики указывают лучшие точки входа и уровни фиксации прибыли. А если вы новичок, то прежде чем начать торговать, вы получите пошаговое обучение по нашим торговым стратегиям, а также круглосуточную поддержку, которая поможет вам на всех этапах работы. На данный момент рынок дает лучшую возможность, чтобы начать зарабатывать, поэтому сейчас самое лучшее время подробно ознакомиться со всеми условиями подписки на нашем официальном сайте. А если вы желаете получить новогоднюю скидку и стать участником Pro уже сегодня, то прямо сейчас напишите нам по ссылке в описании. Помимо возвращения интереса к эфиру, одним из лучших катализаторов для определения начала альт-сезона является доминация биткоина, которая сейчас показывает интересное движение, ведь пауза от биткоина может затянуться из-за роста альтов. Вот здесь доминирование биткоина превысило 55%, после того как он пробил 40 тысяч, затем 42 и локальный максимум на уровне $44 700. И тогда альты выросли максимум на 5%. Помните, было много вопросов, почему альты не растут, но в этом ролике я сказал, что нужно ждать, пока капитал начнут переводить в альткоины. И получается, произошла такая же картина, как в ноябре, когда биткоин пробил максимум, начал консолидироваться и потерял 4% доминации, потому что деньги пошли в альты. Сейчас же доминирование биткоина упало только на 2,5%, и есть вероятность того, что на следующей неделе оно упадет еще ниже, примерно до уровня 53%, и мы получим новый приток капитала в альты. Но сказать, что это будет настоящий альткоин сезон, я не могу, ведь для такого взрывного движения, как это было в 2021 году, нужно падение доминирования хотя бы на 51%, а лучше и все 50%. Сейчас индекс альткоин сезона находится в нейтральном диапазоне на уровне 50, и я думаю, в ближайший месяц он будет ниже этого уровня, поскольку впереди нас ждет одобрение ETF, и биткоину есть еще куда расти. Также обратите внимание, что биткоин продолжает перегонять доходность многих альтов за 90 дней, а для альт-сезона нужно, чтобы 75% монет из 150 превысили 90-дневную доходность биткоина. Но несмотря на то, что настоящий альткоин сезон переносится на следующий год, это не значит, что альты не будут расти. Здесь вопрос в том, насколько активно они будут двигаться. Пока биткоин не зафиксирует новый локальный максимум выше 45 тысяч, рост альтов может замедлиться. Тем не менее, это может стать хорошей возможностью присмотреть те альты, которые вы не успели купить до этого пампа. В таком случае вам стоит следить за самыми лучшими монетами, которыми по-прежнему остается Solana, а также Link. Если говорить о Solana, то текущие данные могут привести к тому, что Solana перегонит даже эфир на предстоящем булране. Конечно, место эфира она не займет, но даже компания VanEck прогнозирует, что Solana войдет в тройку лучших блокчейнов по рыночной капитализации, общей заблокированной стоимости TVL и активным пользователям. А еще фирма VanEck считает, что компании начнут подавать заявки на спотовый ETF Solana. Правда, пока SEC не уберет ее из списка ценных бумаг, а ETF можно и не мечтать. За последний год Solana наладила ключевые сотрудничества с традиционными глобальными финансовыми институтами, а также установила партнерские отношения с такими компаниями, как Visa и Shopify, которые используют ее технологию для ускорения своих платежей. Также у Solana есть хорошие протоколы, такие как Pied Network, которые могут превзойти протоколы, работающие на Ethereum. Pied Network функционирует как поставщик оракулов, аналогичный Chainlink. И если сейчас Chainlink хранит активы на сумму около $15 миллиардов, Pied Network уже управляет активами на сумму $2 миллиарда. А еще помимо Solana, обязательно понаблюдайте за новыми токенами на ее сети, как, например, JITA. На этой неделе монета попала на Coinbase, и как вы знаете, эта биржа листит далеко не все токены. И, кстати, планы Coinbase использовать Solana на своей платформе играют
играют очень важную роль в будущем росте. Но монета Link также не отстает, ведь пул сообщества Chainlink для стейкинга V0.2 быстро накопил почти 41 миллион токенов Link, причем 90 миллионов монет были поставлены в течение 7 часов после запуска бета-версии. Такой интерес к стейкингу еще больше повышает общий положительный фон вокруг монеты. Вот поэтому на прошлой неделе киты купили Link на сумму 50 миллионов долларов. Причем сейчас соотношение лонгов на бирже Binance находится на максимальном уровне за последние 4 недели. И последний раз такое было 11 ноября, когда Link стоил $16 40 центов. Так что это всего лишь два варианта, которые можно присмотреть к покупке. Но не забывайте про стратегию 70-20-10, где альты должны у вас занимать только 10% от портфеля, ведь они самые рискованные на рынке. В целом альтам еще есть куда расти, поэтому если вы их покупали еще летом, ни в коем случае не продавайте. А если желаете купить сейчас, то только частями и во время локальных коррекций. Но какие именно альткоины стоит купить в декабре, чтобы уже в следующем году они выросли, вы узнаете в новом видео, которое мы сделаем, когда вы наберете 800 лайков. Поэтому напоминаю, ставим лайки. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать новые видео. Вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч.